Илон Маск родился 28 июня 1971 года в ЮАР, в городе Претория, в семье инженера Эрла Маска и модели Мэй Маск. В детстве он был достаточно замкнутым мальчиком. В школе его часто задевали, избивали даже. И однажды сломали нос. Потом его родители развелись, и сначала он жил с матерью, но потом перебрался к отцу. В 10 лет ему подарили его первый компьютер Commodore VIC-20, и на нем он научился программировать. Ровно через 2 года он продал свою первую видеоигру за $500. Он активно вкладывал деньги в акции фармацевтических компаний, и на вырученные пару тысяч долларов, вопреки мнению родителей, он уехал жить и учиться в Канаду. Там он проживал в доме у родственников. После этого он поступил в Пенсильванский университет, чтобы освоить бизнес и физику. Он получил степени бакалавра по физике и экономике. В 1995 году он поступает в Стэнфордский университет, чтобы получить докторскую степень по прикладной физике и материаловедению. Но так получилось, что его поступление совпало с мощным интернет-бумом, что уже через несколько дней после поступления заставило Илона Маска покинуть образовательное учреждение. Он хочет успеть принять в нем участие, пока не стало поздно. Илон Маск с братом основывает свою первую компанию Zip2. В марте того же года он основывает X.com и PayPal. В мае 2002 года была основана компания SpaceX, а в июле 2003 Tesla Motors. 7 января 2021 года, согласно журналу Forbes, с состоянием $185 миллиардов впервые стал богатейшим человеком планеты, сместив на второе место основателя Amazon Джеффа Безоса. 1 ноября того же года он становится первым человеком за всю историю, капитал которого превысил сумму в $300 миллиардов. Все это благодаря резкому взлету акций в этот день. Zip2 специализировалась на программном обеспечении для новостных компаний. В 1999 году она была продана Compaq за $307 миллионов. Маск получил всего 7%, $22 миллиона. X.com и PayPal были основаны в том же году. В 2000 году X.com слилась с компанией Confinity, а в 2001 году предприятия начали быстро развиваться, что привело к слиянию обоих в PayPal. Уже в феврале 2002 года вышли на бирже их акции. Она стала первой из дотком-компаний, вышедших на биржу после террористических актов 11 сентября. В октябре 2002 года была куплена за $1,5 миллиарда компанией eBay. На момент продажи Маску принадлежало 11% акций, что позволило ему заработать 180 миллионов. В мае 2002 года Маск основал SpaceX. В 2008 году был подписан договор с НАСА на сумму в $1,6 миллиардов на 12 запусков носителей Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС. В январе 2016 года он сообщил о том, что первый полет на Марс должен произойти в период с 2020 по 2025 год. В сентябре 2017 Илон в Инстаграм опубликовал видео, где предложил использовать ракеты и космические корабли вместо самолетов. 30 мая состоялся пилотируемый полет космического корабля Илона Маска Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС. 1 июля 2003 была основана Tesla. В конце 2012 года она начала выпускать свою вторую машину Model S. В июле 2017 года Tesla начала продавать седан Model 3. 14 марта 2019 года была представлена Tesla Model Y. 25 октября 2021 года капитализация превысила $1 триллион. Однозначно можно сказать, что это был успех, и он будет развиваться. Но все ли было так просто, как я рассказываю? Об этом чуть позже. Первая жена, Джастин Уилсон, училась с ним в одном университете в Канаде.
Они поженились в 2000 году. В 2002 году у них родился сын Невада, но он умер. В 2004 году она родила мальчиков-близнецов, а в 2006 – тройню. В сентябре 2008 года они объявили о разрыве отношений. В 2010 году Маск поженился на британской актрисе Райли. В 2012 они развелись. Но через год они снова поженились. В 2016 году они снова развелись. С 2018 года он встречается с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известную как Граймс. В январе 2020 года она подтвердила, что они ждут первенца. Также Клэр заявила, что он сам сможет выбрать свой гендер. В сентябре 2021 стало известно, что отношения были разорваны. В конце 2020 года переехал в Техас. Также у него имелась тесная связь с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Хёрд. Илон Маск признается, что испытывает проблемы со сном и употребляет снотворное. В мае 2021 года Маск заявил, что у него синдром Аспергера. В 2002 году ему отказывают в сделке Роскосмос. Через 4 года, 24 марта, происходит первый запуск ракеты SpaceX. Она взорвалась на взлете. 21 марта 2007 года новый запуск и снова провал. Маск с трудом удерживает договор с НАСА. 2008 год. Весь мир в ожидании успеха, вот оно должно свершиться. Снова провал. У Илона Маска остается на руках всего лишь $40 миллионов. Tesla Motors и SpaceX практически банкроты. В своем интервью он говорил: один из самых трудных выборов, с которым я столкнулся, был в 2008 году. В 2008 году у меня оставалось около 30 или 40 миллионов долларов. У меня было два варианта. Я бы мог вложить все в одну компанию, и тогда другая компания разорилась бы. Или мог разделить бы все между двумя компаниями. Но если бы я разделил все между двумя компаниями, они бы обе могли разориться. Когда вы вкладываете свою кровь, пот и слезы в создание чего-либо, вы относитесь к этому как к своему ребенку. Вы же не позволите своему ребенку умереть от голода. Поэтому и я не мог себе этого позволить. В итоге я разделил деньги между двумя компаниями, и, к счастью, обе они пришли к успеху. Но и на этом провалы не заканчиваются. 2013 год. Не получается посадить отработавшие ступени в море. В 2014 году у Tesla Motors загорается аккумулятор. Рейтинг доверия компании падает. 2015 год. Неудачная посадка ступеней и взрыв ракеты-носителя в космосе. 2018 год. Цена акций сильно упала из-за заявления Минюза Соединенных Штатов Америки о заведении уголовного дела на Илона Маска. Все его считают мошенником. Частные компании никогда не смогут покорить космическое пространство. Все проекты Маска напоминают обычную финансовую пирамиду. Появляется какой-то стартап из Калифорнии и думает, что им все по силам. Бред. Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост председателя совета директоров компании Tesla. Сегодня стало известно, что SEC подала в суд на Маска, обвинив его в введении в заблуждение инвесторов. Комиссия расценила это как попытку спекуляции на рынке. Капитализация американского производителя электромобилей за март сократилась более чем на 14 миллиардов долларов. Но уже в мае 2020 года происходит успешный запуск SpaceX. И уже осенью 2020 года акции Tesla Motors сильно поднимаются в цене. И совсем недавно они стоили $1237 за штуку. Илон Маск объявил о том, что уже через 5-10 лет люди смогут прилететь на Марс. Он очень целеустремленный человек, у него все получится, он ни перед чем не останавливается. И я уверен, он достигнет больших успехов. Уже через 12 часов наступает новый 2022 год, год тигра. И хочется пожелать таких же успехов, ничего не бойтесь, добивайтесь своего, как это делает Илон Маск. Вы когда-нибудь задумывались, что стоит заканчивать? Никогда. Почему? Я никогда не сдамся.